Привет, ребят, меня зовут Алекс. Сегодня мы поговорим о традиционных ценностях Японии, то есть о фембоях. Что такое фембой? Для тех, кто не знает, я думаю, что знают все, иначе бы вы здесь не оказались. Это такой тип парней, которые либо любят одеваться в женскую одежду, либо какие-то черты женские демонстрируют в своем поведении, либо что-то еще. Но до конца не ясно. Мы не знаем, что это такое. Тем не менее, культура фембоев очень сильно распространена в Японии, не только сейчас. Но на самом деле все это началось еще с эпохи Эдо. А сейчас будет не то чтобы минутка, но до хрена минуток истории. Мы разберем, кто такие чито, кабуки, сётакон. И так мы доберемся до фембоя в конце. Вопреки распространенному мнению, изначально кабуки был вообще-то женским. То есть не то, чтобы там изначально сказали, женщины не могут ничего делать, потому что они женщины, нифига подобного. Это был женский коллектив, они устраивали представления театральные, народу очень нравилось, народ веселился. В то время правил сёгунат Токугава, и им очень не понравилось то, что это все тесно сотрудничает с проституцией, то есть актеры кабуки, естественно, становились очень популярными и могли зарабатывать. То же самое, что сейчас хостес и все такое. Где же айдол? И это все им не понравилось, они забанили весь этот кабуки и сказали, не будет никакого кабуки. 1629 года кабуки немного видоизменился, и там уже женские роли начали играть молодые мальчики, то есть совсем маленькие мальчики. Я не знаю, насколько они были маленькие, меня там не было, я свечку не держал, но говорится, что до совершеннолетия. Эти мальчики назывались вакашу, или по-современному бещёнэн. Бещёнэн значит красивый мальчик, би это красиво, сёнэн это мальчик. Тогда эти мальчики вакашу играли женские роли. Тут стоит отметить, что это были не только молодые мальчики, но и мальчики, которые выглядели молодо. То есть не обязательно это были несовершеннолетние парни. То есть играли женские роли, одевали женскую одежду, и также вне сцены они продолжали вести такой образ жизни. Естественно, они стали очень популярны, это, можно сказать, были первые айдолы Японии, и именно из-за них шли на выступления в этот кабуки. Соответственно, помогло ли это бороться с проституцией? Нет. Эти вакаши точно так же становились проститутками, либо проститутами скорее, для более взрослых мужчин и более взрослых женщин. То есть это, естественно, было не в одностороннем порядке, это и женщины тоже интересовались молодыми мальчиками. Красота вакашу сравнивалась с цветением вишни. Было мимолетно, а потом они превращались в скуфовость. Многие в связи с популярностью вакашу пытались подражать им, косплеить, и более взрослые парни, которые оттягивали свою церемонию совершеннолетия, притворялись в вакаши. Косплеили вакашу также и женщины-проститутки, потому что, ну а что делать? Надо подстраиваться под тренды. Так вот, как я уже сказал, что не всегда это были молодые мальчики, то есть вакашу это, в общем, термин, который обращен к мужчине, который производит впечатление молодой красоты, скажем так. То есть есть одна история, «Великое зеркало мужской любви». Произведение Ихара Сайкаку повествует о самурае, который был вакашу в 60 лет. То есть здесь, как всегда, у японцев нет никаких ограничений. Ни гендерных, ни возрастных. К тому же в ту пору в Японии было очень свободное общество в плане сексуальности. Более того, в Японии вообще, в принципе, никогда не осуждалось переодевание в одежду другого пола. И сейчас оно не осуждается. Это является частью культуры, всегда являлось. Как вы видите, сексуальное внимание не всегда было обращено на женщин, во всяком случае, в Японии. В принципе, в других странах более-менее плюс-минус история похожая. Просто в некоторых странах об этом не рассказывают. Но вот с появлением христиан, как обычно, в Японии все это сексуальное внимание сместилось на несчастных женщин. Так вот, когда начала распространяться проституция среди вакашу, сёгунат тоже решил все это забанить, испортить всем веселье в очередной раз. После этого уже ближе к 1670 году в Японии стало появляться такое мнение, что красоту женщины могут понять только мужчины. То есть только мужчины знают, какой должна быть красивая женщина, и в связи с этим вот этих молодых мальчиков, которые поиграли кабуки, заменили уже взрослые мужчинами постепенно. Это были профессиональные актеры кабуки, которые играли женские роли, они назывались оннагата. Остановило ли это проституцию? Вряд ли. Но, возможно, в этот раз сёгунат все устраивало. Эти мужчины, которые играли женщин, они также могли спокойно социализироваться как женщины в обществе, то есть с этим проблем тоже никаких не было. В то же время те же буддийские монахи, которые не могли открыто иметь отношения с женщинами, они жили где-то там в горах, у них были послушники молодыми, с этими послушниками они делали всякое. Эти мальчики назывались чиго. Далее в Токио происходили серия пожаров, в ходе которых сгорели все театры кабуки, поскольку они были деревянные. И сёгунат сказал так, что мы не можем восстановить вам ваши театры, потому что это противоречит пожарной безопасности. Короче, нашли выход избавиться от кабуки. В итоге кабуки стало намного меньше, но тем не менее до нашего времени сохранилась эта культура. Это один из самых известных театров. Там до сих пор играют одни мужчины, и женские роли, и мужские. И напротив также есть театр Такарадзука, который играет все роли женщины. Далее мы приходим к термину сёта, который как раз появился из этого всего, из этой культуры переодевания мужчин в женскую одежду. Персонажи аниме либо манги, то есть изначально появились в таком виде, двухмерном. В общем, есть лоликон для мужчин, а есть сётакон для женщин и мужчин. Хотя, может быть, лоликоны девушкам нравятся тоже, я не знаю. Это опять-таки молодо выглядящие, либо молодые мальчики. По идее, не подразумевалось никогда в этих культурах, что там обязательно должен быть неполовозрелый ребенок. Ну, такое на самом деле бывало редко. То есть конкретно педофилия там отсутствовала. Скорее, как это называется?
влечение к подросткам. Напишите в комментариях, я забыл слово. Самое известное аниме из этой серии это, конечно же, Боку но Пико, о котором услышали все, что именно наводит ужас на атаку мужского пола. Это на самом деле не только самое известное аниме, это самое первое аниме на эту тему. То есть, по сути счета, не то чтобы прям вот маленький мальчик обязательно, это мальчик, который выглядит как девочка. То есть именно счета-кон, предназначенный для мужчин, подразумевается, что этот герой, главный мальчик, он воспринимается как девочка с сюрпризом. То есть не маленький мальчик в женской одежде. Короче, здесь очень все сложно. Сам термин «шота», он появился от персонажа, который появился 1981 года, и этого персонажа звали Шотаро. Естественно, от этого появилось слово «шота». Как ни странно, Евангелион — это тоже счета-кон. Главный герой — подросток, и вокруг него более взрослые девушки. То есть это вариант тоже, один из вариантов счета-кона. То есть это не просто яой, который для женщин, просто мальчик с мальчиком. А это может быть и гетеросексуальное отношение, когда персонаж мужского пола более младший. Вот именно этот вид счета, он предназначен для мужчин. А вот для женщин это в основном только йобой. Типа там песень «Ветра и деревьев», вот конкретный счета-кон. Счета плюс счета. С распространением этого счета в принципе, начались проблемы у Японии, допустим, с теми же американцами, которые в очередной раз предъявили, просто в аниме пили, японцы сказали, вы ничего не докажете. Но в итоге все-таки в 1999 году они издали закон о запрете детской порнографии. В связи с чем вот этот вот бум счета-кона начал спадать постепенно. Не то чтобы он прямо навсегда исчез, мы это с вами знаем. Еще одно из известных отражений вот этой культуры вакачу, которая была тогда еще, это как раз visual kei, то есть J-рок. Японский рок. Если вы знакомы с японскими группами, которые были тогда, то есть олдовыми, тогда было очень люто намазано. Самый известный персонаж это Мана, то есть это мужчина, по идее, но он всегда одевался в женский образ. В Японии переодевание в женскую одежду мужчинами не означает гомосексуальность и не означает трансгендерность. Это просто вид искусства. Когда только начинался этот visual kei, музыканты стремились находить там всякие разные удивительные образы, чтобы выделиться, потому что музыка-то это одно, это, конечно, замечательно, но надо как-то выделиться. И кого был круче visual kei, тот быстрее становился популярным на ту пору. И тогда самый бум, вот самый пик, это Мальс Мизер была известная группа, готическая, у них там были классные образы и клипы интересные, музыка, конечно, была потрясающая. К сожалению, они просуществовали недолго. Друг меня накачал с рутрекер, у него диск с J-Rock клипами. Говорит, ну посмотри, говорит, вот японцы. Включил вечером все эти клипы накачанные. Первое, что я увидел, это группу Газетта. Я вообще не понял, кто это. Когда солист начал петь мужским басом, я как понял. Сначала мне это казалось очень странным, потом как-то все и привык, я уже понял, что это такое, что это для них значит. Как ни странно, для меня было очень несложно переквалифицироваться в более толерантного человека. И мы медленно переходим к фембоям. Современный термин, обозначение все того же самого явления, то есть переодевание мужчин в женскую одежду. Ранний термин, который использовался для этих людей, это окама. Это не слишком приятное слово, то есть это довольно оскорбительное слово окама. Если вы наберете, допустим, в гугле окама и посмотрите, какие будут картинки, они будут все примерно одного типа. Высмеивание немолодых мужиков, которые одеваются в женскую одежду. Термин «отоку но ко» появился в 2000-х годах. По идее, это читается как «отоку но мусуме», то есть это дочь мусуме. Но вот решили читать, что это будет «отоку но ко». Наверное, потому что мусуме — это слишком длинное слово. В общем и целом, это мальчик, похожий на девочку. То есть это применяется к мальчикам, которые красивые, как девочки, либо еще красивее, чем девочки. Как я, например. По сути, этот термин — восхищение женской красотой, но при этом удивление тем, что есть мальчики, которые более красивые, чем девочки. В то же время появился кроссдрессинг. Это вид хобби, скажем так, переодевания в женскую одежду. Людьми мужского пола это скорее больше косплей. Один из первых персонажей, который открыл вот это вот окно в мир фембоев, это был Бриджит из Guilty Gear. И тут начались уже разные дискуссии по этому поводу. Почему происходит так, почему в Японии все больше отаку мужского пола стремятся стать кроссдрессерами, либо отоку но ко. И они сходятся все во мнении о том, что послевоенное время стал массово распространяться феминизм, в Японии в том числе. Также была Великая депрессия и в Японии тоже. В связи с чем мужчины очень сильно устали от своих мужских обязанностей, этого напряжения, от этого стресса, от необходимости быть маскулинным, ответственным. И просто они захотели расслабиться, переодевшись в женскую одежду. Это так называемая борьба с токсичной маскулинностью, поддержка, как ни странно, женщин в их правах, а также желание стать пассивными. Не в том смысле, а в том смысле, что перестать брать на себя постоянно ответственность за что-то. То есть, как известно, азиатский патриархат, именно японский, связан с тем, что и мужчина отвечает практически за все, то есть за деньги, там, за еду, за дом, вот это вот все, короче. То есть надо все устраивать. Это, конечно, может казаться крутым со стороны, то есть типа того, что вот у них вся власть в руках. Но с другой стороны, не все хотят
этим заниматься. То есть не все хотят быть ответственными, не все хотят заниматься мужскими вещами и все остальное. Просто некоторые люди просто хотят быть красивыми или просто любимыми. В то же время не все девочки хотят носить платья, и не все девочки хотят выращивать цветы. Поэтому постепенно слово «окама» стало заменяться словом «отоконоко». Если сравнивать аналог в русском языке, то «окама» — это транс, либо там а вот отоконоко — это уже типа фембой. Тут эксперты опять начали спорить, а что значит вообще отоконоко? Как классифицировать человека? Потому что у людей, которые любили раньше переодеваться до этого бума в женскую одежду, возникли возмущения по поводу того, что всех собрали сразу в кучу, и трансгендеров, и транссексуалов, и там драг-квин, и всех остальных, и кроссдрессеров просто обычных, и всех назвали отоконоко. Я, кстати, одного видел. И я тогда ходил в Хараджуку, я зашел, в Лоле магазин, такая вот одежда розовая, викторианская вот эта мода. Зачем я туда зашел, это не ваше дело. Там был обычный дядька саларимен, обычной стрижкой короткой. Он был в чулках, он был на таких вот платформах, розовое все было. И в пальто с приталенным он был. При этом он не был ни в парике, ни в чем. Просто женской одежде, и все. Никто никакого внимания на него не обращал. То есть абсолютно похер. Меня тогда удивило не то, что он там присутствовал, потому что, для меня это тоже уже не было каким-то сюрпризом. Хочешь одеваться, одевайся. А то, что абсолютно всем насрать. То есть никто не тычет пальцем, не орет, не обзывает. Вот тогда, на самом деле, я понял, насколько развито японское общество. Сейчас будут бомбить все эти скрипоносцы. Еще один раз я видел дяденьку, который был одет как Sailor Moon, по-моему. Просто гулял по улице. Да, вот это еще немного попозже поговорю об этой проблеме, когда некоторая эстетика отсутствует, когда мужчина одевается в женскую одежду. Но, в принципе, эта эстетика иногда отсутствует также, когда женщина одевается в мужскую одежду. Так вот, эти вот эксперты начали спорить, что же такое фембой. В итоге они пришли к выводу, что нет никакого определения этого понятия. То есть лучше не пытаться не лезть туда, потому что все-таки непонятно. В общем и целом, ладно, они сделали некоторый вывод, что это парень, который выглядит как девушка, либо красивее, чем девушка. Это может относиться и к парням, которые просто переодеваются в женскую одежду, и парням, которые какие-то женские черты в характере своем пытаются взрастить, скажем так. Мужчины, которые берут на себя женскую социальную роль. Как мы знаем, все социальные гендерные роли, они являются, естественно, надуманные, придуманные и не являются истиной. Так чем же обусловлен бум фембоев, определенный, очередной в Японии? То у них фембои вот так вот в истории. В 1981 году вышла манга «Стоп». Рассказывается о том, что мальчик-сирота попадает в семью якудза, а там, сын от этого якудза, он кроссдрессер. То есть он переодевается в девочку, и этот мальчик подумал, ой, какая красивая девочка, влюбился, а это оказался сын, но он такой говорит, что и ладно, так даже лучше. Аниме, естественно, стало культовым. Многие очень долго спорили о гендерной причастности персонажа, в которого влюбился главный персонаж. Следом вышла еще одна манга, где тоже главный персонаж был вроде как девочка. Когда эта манга набрала популярность, автор в итоге рассказал, что на самом деле это мальчик. Никто не расстроился. Тут стоит этический вопрос, можно ли мальчикам носить юбки вообще? По идее, точно так же, как и женщинам можно носить штаны. Я думаю, что да. То есть равноправие должно быть равноправием во всем. Также подумали японцы и начали, естественно, носить все эти женские вещи. Вот так у мужского пола начали косплеить женские персонажи, приходить на косплей-фестивали. Но появилась большая проблема. Чаще всего это выглядело очень неэстетично. То есть есть фембои, да, которые, если оденутся в женскую одежду, всем будет красиво более-менее. А есть просто мужики в юбках. Случаи, когда женщина надевает мужскую одежду и выглядит отвратительно, тоже полно. Поэтому не будем здесь в одну сторону плеваться. Таким образом, к концу 90-х годов запретили появление вот таких вот персонажей на косплей-фестивале. Кто-то кого-то остановил? Нет. В 2007 году вышла книга «Руководство для парней отаку. Как стать женщиной». То есть там говорилось именно конкретно о процессе переодевания женщины, о кроссдрессинге. То есть как стать фембоем тупо. Не просто чулочки надеть, юбочку, а прям полностью переодеться. То есть как удалять лишние волосы с лица, с других частей тела. Как наносить макияж, как ухаживать за волосами, какой косметикой пользоваться. Вот все рассказывалось. И, естественно, книга получила большую, бешеную популярность, что еще больше усилило этот бум фембоев или отоконоко. Общий посыл книги звучал так: если уж вы хотите переодеваться, переодевайтесь хотя бы красиво. В том же году в августе открылось горничное кафе на Акихабаре. И это было такое популярное событие, что о нем написали даже американцы. И, естественно, японская культура переодевания стала очень популярна во всем мире. Этот бум горничных распространился тогда по всему миру. И до сих пор он еще жив. Костюмы горничной очень сильно связываются с культурой фембойства. После этого стали выходить еще другие книги на эту тему. В 2012 году этот бум, конечно, уже спал, то есть не являлся таким суперинтересным событием в жизни японского общества. Но эта культура уже закрепилась конкретно в японском обществе и просто присутствует там перманентно и стабильно. То есть, по сути, фембои не только хотят защититься от
токсичной маскулинности, которая происходит в мире. Но также таким образом переодеваются, они хотят восхититься женской красотой. Таким образом мы видим, что сам по себе культ фембоев – это не новомодная вещь для Японии, это просто результат традиционных ценностей, истории Японии. Просто со временем это приобретает более культурные формы. Напиши в комментариях, нужен ли тебе кошка-муж. Подписывайся в Телеграм, там будет что-нибудь. Подписывайтесь и все остальное. Это все, пока.